Привет! Перед нами стоит синагога возрастом почти 1500 лет. На первый взгляд ничего необычного. Но есть одна проблема. Эта синагога была полностью уничтожена землетрясением еще в VIII веке. Более 1200 лет она лежала просто грудой камней. А потом ее подняли. Снова. Причем из тех самых камней, которые рухнули здесь в 749 году. Звучит как фантастика. Но именно ради этого мы и приехали в Эйн-Кшатот. Все началось с образования в этом месте еврейского поселения примерно в первом веке нашей эры. Как оно называлось в те времена, история умалчивает, а современное название Эйн-Кшатот переводится как «источник арок». Рядом с деревней находится источник. Над ним еще в древности были построены 3 каменные арки. Они были частью хозяйственного комплекса возле источника. Вот эти арки служили, скорее всего, для защиты купелей, которые использовались для окраски льняных тканей. Стебли льна замачивали в бассейнах, чтобы отделить внешнюю оболочку от внутренних волокон, которые затем сплетали в нити и ткани. В бассейнах нашли следы известняка. Его использовали для отбеливания тканей. Существует мнение, что поселок процветал именно за счет льняной промышленности. В те времена выбеленная льняная одежда была символом достатка. Поэтому поселение было далеко не бедным. А когда у общины появляются деньги, появляется возможность строить не только дома и мастерские. Примерно в VI веке здесь появляется большое и очень амбициозное сооружение – синагога. Для небольшой деревни это было грандиозное сооружение. Синагога занимала площадь примерно 18 на 13 метров, а ее высота достигала почти 12 метров. Внутри возвышались массивные базальтовые колонны, поддерживавшие просторный трехнефный зал. То, что это синагога, сомневаться не приходится. Смотрите. Минура – это семиствольный светильник. Лулав – молодые побеги финиковой пальмы. И этрог. Лулав и этрог – это ритуальные символы еврейского праздника Суккот, а также виноградные гроздья, орлы и геометрические орнаменты.
Но все это великолепие просуществовало недолго. В 749 году регион потрясло мощнейшее землетрясение. За считанные минуты исчезли целые города и деревни. Не уцелел и Эйн-Кшатот. Синагога рухнула практически мгновенно. И вот здесь интересный факт. После разрушения камни не были растащены людьми для нового строительства. Они остались на месте, вероятно, из-за удаленности этого места от основных дорог и городов. Место остается необитаемым на протяжении сотен лет. Поэтому руины сохранились в их первоначальном виде, так, как они выглядели сразу после землетрясения. А это большая редкость. Большинство древних синагог в регионе были разобраны в более поздние периоды. И вот в 20 веке сюда приходят археологи и постепенно начинают понимать масштаб происходящего. Найден почти полный набор строительных блоков, обнаружены элементы ковчега Торы и фрагменты надписей на арамейском языке. Но самое интересное начинает происходить в начале 2000-х годов. Археологи принимают решение, которое делает этот проект уникальным. Они не собираются строить копию. Они не собираются делать новодел. Их цель – вернуть на место именно те камни, которые упали здесь в VIII веке. Это был настоящий археологический детектив 21 века. Представьте, перед археологами лежит около 3000 камней. Не 100, не 200, 3000. И нужно понять, где стоял каждый из них более 1000 лет назад. Представьте себе, что вам выдали коробку с 3000 деталей пазла. Только картинки на коробке нет. Половина деталей расколота, а оригинал вы никогда не видели. Именно такую задачу получили реставраторы. И это был один из самых сложных технологических проектов археологии Израиля. Был использован метод анастилоз плюс цифровая реконструкция. Главная задача этого метода – собрать уцелевшие элементы вместе на их изначальное историческое место, не прибегая к созданию искусственных новоделов и домыслов. Для этого было использовано 3D-лазерное сканирование каждого камня. Каждый блок промаркировали микрочипом. По сути, сначала здание собрали на компьютере, а потом в реальности. В результате синагога восстановлена почти в оригинальной форме. И это не реконструкция по мотивам, а возврат оригинальных камней на место. Синагога была двухэтажной, но несмотря на желание археологов восстановить оба этажа, из-за проблем с безопасностью было решено оставить только один. Примечательно, что, как и во многих древних строениях, здесь использовались стройматериалы из других эпох и, возможно, от языческих храмов. Об этом можно судить хотя бы вот по такому основанию колонны, которая к иудаизму не имеет никакого отношения. Лев пожирает какое-то животное, а за этим процессом наблюдает петух. Войдя в синагогу, мы попадаем в просторный зал. По периметру располагались каменные скамьи. Люди сидели лицом друг к другу, а не рядами, как в современных синагогах. Главная археологическая сенсация Эйн-Кшатот – каменный ковчег Торы. Именно здесь хранились свитки Торы. Обычно такие сооружения доходят до нас лишь фрагментами. Но в Эйн-Кшатот мы можем увидеть его практически в первозданном виде.
самый удивительный вопрос, почему все так сохранилось. На счастье археологов, все камни и обломки Большой синагоги не были разграблены и растащены в близлежащие деревни. Может потому, что близлежащих деревень попросту не существовало. Синагога пролежала под открытым небом более 1200 лет, практически в том положении, в котором рухнула. Эйн-Кшатот ценен не тем, что это древняя синагога. Таких в Израиле найдено немало. В Эйн-Кшатот поражает не возраст этих стен, не резьба по камню, не землетрясение и даже не мастерство современных археологов. Поражает случайность. 12 веков никто не трогал эти камни, никто не разобрал их на дома, никто не построил здесь новую деревню. Никто не уничтожил следы прошлого. И благодаря этой невероятной цепочке совпадений сегодня мы можем видеть не реконструкцию древней синагоги. Мы видим саму синагогу. Те самые камни, те самые колонны, те самые стены, которые рухнули во время землетрясения 749 года. Наверное, именно поэтому Эйн-Кшатот считается одним из самых удивительных археологических памятников Израиля.